Это канал Николая Соловьева и моя рубрика «Вкусно о полезном». Репортаж с моей кухни. Сегодня у меня в руках Ее Величество тыква. Да, мы сегодня с вами будем готовить тыквенный пирог. Все легко, просто, обязательно покажу. Очень полезная вещь, поэтому моем руки, приступаем. Передо мной набор ножей и тыква. Нам ее надо разрезать. Для этого я беру самый большой кухонный нож. Аккуратненько все разрезаю. Здесь будет не лишним мужское присутствие на кухне. Ножны должны быть острые. И достаем семечки, аккуратно отбираем в отдельную мисочку. Готовлю мисочку, складываю туда все семечки. Ложкой это делать гораздо удобнее. Ложка нам в помощь. Быстро, просто, исключительно рабочий вариант. Дочищаем и беремся за вторую половину. Это я делаю не просто так. Из этого у меня будет готовиться тыквенное молочко. Оно тоже пригодится в процессе готовки в нашем рецепте. Поэтому все аккуратно выкладываю в мисочку. У меня готов противень. Остается только порезать тыкву кусочками. Сейчас мы отрежем ненужные нам вещи. Это и эстетика, и красота. Убираем их в стороночку. Готовим вторую половинку. Задача банально проста. Режем тыкву ломтиками и выкладываем на приготовленный противень. Я прям через всю длину разрезаю кусочки. Хорошие ножи вам в помощь, дорогие мои. Не забывайте об этом кухонном инвентаре. Хозяин. Готово. Все выкладываем на противень. Наша первая половинка тыквенная. Наполняем противень, сколько это возможно. Итак, посмотрите настройки у меня на духовке. Температура 180, обдув включен. Остается поставить противень. Так, поехали. Процесс пошел. Ну что, тыкву запекаем до готовности. Это примерно 20-30 минут. А пока мы приготовим тыквенное молоко. Изготовление тыквенного молока процесс очень простой. Надо всего лишь: первое — любимый миксер, второе — тыквенные семечки, третье — воду. У меня все это есть, и я готов начать процесс. Сначала в миксер идут семечки вместе с мякотью. Все, что у меня есть в мисочке, все выгружаю в своего кухонного помощника. Добавляем воду, будем постепенно взбивать и смотреть консистенцию. Когда молоко уже готово через миксер, я его процежу через марлечку. Ничего сложного тут нет. 2 слоя марли, самый обыкновенный, миксер и чашка. Переливаю готовое процеживанное молоко. По факту получилось вот как-то так. Вкусно. Ну, посмотрите, какая красота. Готова наша запеченная тыква.
И мы продолжаем наше таинство. Друзья мои, ну все вот готово. Отмеряем тыкву, ставим на весы. Ну и обратите внимание, я сразу в миксер разбил 2 яйца. Соответственно, сейчас все это взобью. Ну и прежде чем все у нас добавлять в миску и получить уже тесто, я хотел бы вам показать все то, что мне потребуется. Сироп топинамбура, разрыхлитель ваниль, кокосовый сахар, масло авокадо и, конечно, мука универсальная без глютена. Ну и все, что мы только что достали из миксера. Ну что, переливаем. Все достаточно, до последней капельки. То. Начнем со сметаны. Добавляем примерно туда полбанки сметаны. Добавить 50 грамм масла. Смотрим на весы, добавляем. Ну а теперь на выбор либо кокосовый сахар, либо сироп топинамбура. В этот рецепт я решил добавить кокосового сахара. 150 грамм кокосового сахара примерно нам надо. Ну, добавляем, смотрим на весы. Я вам хочу сказать, что кокосовый сахар, который я добавил, отличается в корне от обычного сахара. Это все-таки уже медленный углевод, и в нем огромное количество микро-макроэлементов. Очень полезная штука. Но злоупотреблять им не надо, но использовать можно. Теперь у нас очередь разрыхлителя. 1 чайная ложка с горкой. Ванилина у меня уйдет весь пакетик. Да. Это примерно где-то вот так. Да. И теперь 150 грамм муки. Открываем и добавляем. Смотрим на весы. Точность, вежливость королей. 150. Медленными, длинными движениями вымешиваем тесто, не спеша, ничего не проливая, не мусоря на собственной кухне. Видите, получается комочки, поэтому у меня в ход пошел венчик, чтобы мне все вымешать самым наилучшим образом. Лопатку убираем и начинаем работать то же самое венчиком. Если бы вы только слышали, как это тесто пахнет, прям такое слово «обалдеть!» И показываю вам секретный ингредиент. Чуть-чуть корицы, смотрите, не переборщите, вот это максимум. Ну и, естественно, перемешать. Наше тесто уже теперь в форме. Снова ставим все в духовку, чтобы уже выпекалось. Наступил важный момент. Достаем нашу тыкву в пироге. Хоп. Сейчас все покажу, что получилось. Теперь очень интересная вещь. Потихонечку снять форму. Опа! Хозяин! Готово! Друзья мои, вот посмотрите, какая нежная текстура получилась в этой выпечке. О, впечатляет. Ну что, пробуем разрезать, выложить на тарелочку и, скажем так, снять пробу. Смотрите, какая красота, а? Консистенция теста какая, выпечки самой получилась. Пробуем.
Ну что, повар пробует, чего он наготовил. Если кто-то не верит, что это вкусно, попробуйте приготовить. Шикарный вкус карамели, очень хорошо ваниль и корица с тыквой гармонизируют. Великолепный вкус. Ну и в заключении маленький бонус. Куда же у нас пойдет тыквенное молоко, которое я готовил? Посмотрите, у меня стоит протеин. Это будет один из продуктов мне на вечер. У меня стоит молоко. Вот такой оно консистенции. Вкус мне передать сложно, но прям яркий растительный вкус. Экономим деньги на том овсяном молоке, который многие из вас покупают. Шейкер, добавляем протеин, огонь.